Когда наступает тишина, и где-то вдали вы слышите чей-то шепот. Когда наступает ночь, и из глубины мрака и теней на вас уставились десятки голодных существ. Когда ветер и опавшие с деревьев листья больше не издают ни звука. Когда кто-то следует за вами буквально по пятам. Когда, спрятавшись в укромном месте, вы по-прежнему ощущаете опасность и тревогу. Когда лучшим решением будет затаиться в ожидании, может быть, кто-нибудь вас спасет. Когда никто не знает ответа на вопрос, почему эти существа поднимаются из своих могил и ходят по земле. Почему павшие в бою товарищи возвращаются обратно к жизни? Если вас окружили, то берите в руки гвозди и молоток. Мы начинаем заколачивать доски. Когда в аду больше нет места, мертвые начинают ходить по земле. Именно такой слоган носит данная игра No More Room in Hell, что явно отсылает нас к фильму Джорджа Ромеро 1978 года выпуска «Рассвет мертвецов». Они все еще здесь. Они хотят нас. Они знают, что мы здесь. Они хотят попасть в это место. Они не знают почему, они просто помнят. Помнят, что стремились сюда. Кто же они, черт возьми? Они — это мы. В аду больше нет места. Что? Так бывало, говорил мой дедушка. Знаете, что такое вуду? Мой дед был служителем вуду. Он говорил, что когда в аду уже нет места, мертвые ходят по этому свету. Данная кинокартина является классикой зомби-муви. Она не лишена множества недостатков, но горячо любима и уважаема фанатами жанра. Сюжет повествует о группе выживших, которые находят убежище в торговом центре. Им удается забаррикадировать все входы и выходы из здания, а также отгородить его от нежелательных посетителей. Шли целые дни и недели напролет, пока герои успешно оборонялись. У них под рукой было все самое необходимое, а именно оружие, припасы, одежда и даже медикаменты. Можно было оставаться в этом месте на долгие годы. Но вскоре их обнаружили мародеры, которые благодаря численному преимуществу прорвали оборону и впустили мертвецов в торговый центр. История заканчивается тем, что выжившие, вопреки всем трудностям, спасаются и улетают на вертолете под лучами восходящего солнца, прямо как в обитель зла, или вернее сказать, как в рассвете мертвецов. Нет больше места в аду. Это кооперативный шутер от первого лица на движке Source в жанре Survival Horror, вышедший в 2011 году. Данная игра является модом к Half-Life 2, но работает без какой-либо привязки к оригиналу. Модификация абсолютно бесплатна, скачать и поиграть в нее может любой желающий. На момент выхода была признана лучшей онлайн-модификацией 2011 года на сайте ModiB. Действие игры, как и в фильмах во вселенной Ночи живых мертвецов, происходит в самый разгар зомби-апокалипсиса. Доподлинно неизвестно, что стало причиной возвращения мертвых к жизни. В один прекрасный день большая часть населения Земли, вероятно, заражается неким вирусом, который погружает заболевшего в кому. Вскоре инфицированные погибают, а затем неожиданно возвращаются к жизни, но только лишь с одной оглаской. Воскресший из мертвых уже был не человек, а что-то другое, ранее невиданное. Обращенные проявляли признаки повышенной агрессии, нападали на окружающих людей и стремились их съесть заживо.
За короткий промежуток времени мертвецы заполоняют окрестности и улицы городов, в которых становится наиболее опасно. Они не помнят своей прежней жизни, не подают никаких признаков человеческого сознания, но у них остаются привычки и рефлексы, что были у них при жизни. Look, I don't know what's going on, but I sure as hell know that it ain't no prison break. It ain't no kind of chemical that I ever heard about can make a dead man walk. This is something that nobody has ever heard about and nobody's ever seen before. This is hell on earth. Сами обратившиеся не представляют достаточной угрозы, но так как эпидемия массовая, то они сбиваются в огромные толпы и легко захватывают территории, попутно пополняя свои ряды. Они практически лишены страха и не чувствуют боли, что является одной из причин, почему им так легко удается прорывать оборону многих населенных пунктов. Единственный способ устранить мертвеца – уничтожить его мозг всеми доступными средствами. Нанесение урона в корпус и другие части тела не останавливает их продвижение. Losing it, girl. You are losing it! You think so? Восставшие из мертвых бродят вдоль местности в поисках своей очередной жертвы. Является ли произошедшее вышедшим из-под контроля экспериментом, или же это некий вирус или бактерия, что реанимирует организм? Каждый из фильмов дает лишь неоднозначное предположение. Игра, как и кино, не дает точных ответов, но оставляет некоторые намеки. Подобно обыкновенным людям, оказавшимся в трудной ситуации, мы пытаемся выбраться из заточения любой ценой, прилагая совместные усилия для выживания в суровом мире, погруженном в самый настоящий хаос. Успех во многом зависит от взаимодействия между партнерами. Командные действия обеспечивают оборону от напутствия нежелательных и весьма настойчивых гостей. Можно выживать и в одиночку, но ключевым аспектом игры является командная работа. В игре присутствует множество намеков на то, что действие происходит во вселенной фильмов Джорджа Ромеро. После выхода «Ночи живых мертвецов» в 1968 году понятие зомби сильно изменилось. Именно с тех пор зомби ассоциируются с людьми, которые воскресли из мертвых и охотятся за человеческой плотью. Фильм 1932 года под названием «Белый зомби» одним из первых продемонстрировал этих существ на большом экране. Главный антагонист картины по имени Легендре с помощью магии Вуду обращал людей в зомби и делал их своими рабами. К колдуну обращается с просьбой один из героев, чтобы он вернул к жизни умершую девушку, разумеется, за определенную плату. Воскрешенная девушка ведет себя почти как человек, она не лишена воспоминаний и своих талантов. Но что-то с ней было не так. После возвращения к жизни у нее полностью исчезли какие-либо чувства и эмоции. Она словно преобладает в состоянии какого-то транса и почти не реагирует на окружающих. Девушка становится живой куклой, которая выполняет волю колдуна. Таким было одно из первых появлений зомби на большом экране. Если ранее зомби являлись неким фольклором, чем-то художественным, вымышленным, сюрреалистичным, непрерывно связанным с магией и ритуалом, то после выхода «Ночи живых мертвецов» определение зомби стало осязаемым и даже в каком-то смысле реалистичным. Зомби может стать кто угодно. Ваш коллега, друг или даже близкий родственник. Что будет, если человек воскреснет? Станет ли он прежним? Вспомнит ли он свою прошлую жизнь, своих друзей? Какие цели воскресший будет преследовать? Мы берем на себя роль одного из выживших, что укрепились во временном убежище, где отчаянно обороняются.
Наступает момент, когда оставаться взаперти больше нет смысла и необходимо двигаться дальше. Причины могут быть разные. В одном случае по радио передают сигнал от национальной обороны, где сообщают о безопасном месте, куда можно добраться и получить необходимую помощь. В другом случае у героев могли закончиться еда и медикаменты, что вынуждает их выйти наружу и попытать удачу. Задача игрока – найти выход из сложившейся ситуации и добраться из точки А в точку Б, попутно расчищая себе дорогу от мертвецов. Сценарий карты подкидывает предметы, что находятся вокруг нас, которые практически всегда подаются рандомно. Мы выбираем себе доступное огнестрельное или рукопашное оружие, ищем медикаменты и припасы, обзаводимся рацией и фонариком. В игре присутствует простой и интуитивно понятный инвентарь, включающий раздел с оружием и патронами. Каждое оружие использует патроны разного калибра. Это подразумевает, что игроку предстоит грамотно распоряжаться ресурсами и вовремя делиться всем необходимым со своими партнерами. Берем Магнум, и это означает, что нам нужны патроны 357 калибра, прямо как в Грязном Гарри. Берем Кольт, и придется уже искать патроны 45 калибра. Беретта и Глок используют 9-мм патроны Парабеллум. Чтобы узнать количество патронов, необходимо зажать кнопку перезарядки, и тогда персонаж достанет магазин и пересчитает патроны. Помимо огнестрела, есть много видов рукопашного оружия. У них отличаются сила, скорость, радиус и дальность атаки. Ножи и бейсбольная бита, например, одни из наиболее слабых орудий, когда как мачете, кувалда и кирка одни из наиболее сильных. Есть одна малозаметная фича, про которую, как мне показалось, знают немногие игроки. Если зажать кнопку удара более чем на 5 секунд, набирая таким образом силу, персонаж нанесет критический урон по врагу. Отличительным параметром является и расход выносливости. Чем больше инвентарь забит ресурсами, тем медленней персонаж передвигается и больше энергии тратит во время схватки. Кувалда буквально заставляет персонажа задыхаться, но при этом почти всегда убивает одного или нескольких противников одним ударом. Самым же уникальным оружием ближнего боя является бензопила. С помощью данного оружия можно без особого труда уничтожить огромную толпу мертвецов за считанные секунды. Все, что вам нужно, это найти желающих поучаствовать в вашем небольшом шоу. Уж поверьте, очередь будет длинная. Зажимайте правую кнопку мыши, заводите инструмент и вершите правосудие. Также присутствуют гранаты, молотов и динамит. Обращение с ними требует определенных навыков и умения применять их в самый подходящий момент. Неаккуратное обращение может привести к трагическим последствиям. Состояние здоровья можно определить только по тускнеющему экрану, который при наличии низкого уровня здоровья начинает темнеть. Таким же образом определяется кровотечение или заражение. Никнейм персонажа также может подсказать состояние здоровья на текущий момент. Бинт восстанавливает 15% здоровья и излечивает от кровотечения, а аптечка восстанавливает 30% здоровья. Если бинт накладывается за считанные секунды, то вот использование аптечки занимает продолжительное время. Рекомендуется занимать укрытие, прежде чем начинать лечиться. Помимо средств восстановления здоровья, в определенный момент мы можем отыскать таблетки или антивирус. Укус зомби с некоторой вероятностью способен заразить вашего персонажа. Единственным спасением послужит антивирус. Но встречается он редко, так что рассчитывать на него не приходится. А вот таблетки, как правило, антибиотики, встречаются часто. Использование таблеток лишь оттягивает неизбежное и дает вам примерно 5 минут, прежде чем процесс превращения начнется вновь.
С каждой секундой на вашем экране появляются трещины, вы слышите странные звуки, а нагнетающий и вызывающий ужас эмбиент становится все громче. Когда процесс будет завершен, вы практически лишитесь своего зрения, и вскоре, как и большинство людей этой планеты, станете зомбиком. После смерти ваш персонаж воскреснет в качестве NPC и попытается дотянуться своими ручонками до ваших партнеров, что иногда приводит к весьма забавным ситуациям. Как уничтожить зомби? Многие классические фильмы учат, что ожившие мертвецы — это бездушные болванчики, которые преследуют только одну цель — устроить себе небольшой пир. Их преимущественно интересуют мозги. Но и сами они себя представляют примерно то же самое — оживший мозг. Если мы уничтожим мозг, то уничтожим зомби. Это стало стандартом и даже неким клише во всех зомби-муви. Игра не является исключением. В фильмах зомби нападают и стремятся откусить заведанный кусочек плоти. А вот в No More Room in Hell зомби не стесняются демонстрировать свои навыки давания леща. Стоит им сблизиться с вами, как тут же вы отхватите знатную двоечку. Игрок неоднократно будет чувствовать себя настоящей грушей для питья. Но и познакомиться с вами поближе, задействуя свои оральные навыки, зомби тоже будет только за. Укус, как уже сказано ранее, способен заразить игрока, а заражение неминуемо приведет к смерти, а смерть — это только начало. Так что имейте в виду, ни в коем случае не опускайте ваши руки. Совершайте маневренные движения из стороны в сторону, двигайте головой, и все это ради того, чтобы не отхватить заветного леща. Ты петух ебучий, блядь. Это напоминает одного известного персонажа, который двоечку пропишет, да еще какую, но и с радостью вас покусает. Если вы понимаете, о чем я. Всего, господа ходячие, делятся на 4 вида. Обычные пешие зомби, зомби-пловцы, зомби-бегуны и зомби-дети. Вы не ослышались, в фильме «Рассвет мертвецов» тоже были зомби-дети. Обычные пешие зомби делятся на несколько типов. Одни чрезвычайно медленные и неуклюжие, что вы легко проскочите мимо них. Другие двигаются куда проворнее и быстрее. Пловцы, которые только недавно выплыли из ближайшего бассейна. Самые незаметные зомби и сделают кусь, а вы даже и не заметите. Зомби-бегуны больше походят на тех, что были в фильмах серии 28 дней спустя. Когда их много, то геймплей в корне меняется, и скорее всего, вам ничего не останется, кроме как принять их щедрое предложение – вступить в ряды бегущих мертвецов. Ну а зомби-дети — это самые доставучие и противные враги в данной игре. По ним сложно попасть, они быстро передвигаются, крайне малозаметны и очень хитры. Неожиданно подбегают сзади и делают шлепок, да так, что мало не покажется. Со стороны выглядит, что это всего лишь дружеское похлопывание по плечу. А вот ваш персонаж ощущает это как удар кирпичом по башке. Первое, что вы будете делать, это своим взглядом бегло осматривать каждый уголок, дабы заранее устранить этих маленьких недружелюбных дикарей. Всего в игре присутствует 2 режима – Objective и Survival, что подразумевает выживание и прохождение кампании. В режиме выживания мы оказываемся в замкнутой локации, которая время от времени подвергается атакам зомби. Наша задача – выстоять и оборонять это место, используя все подручные средства и прибегая к различным тактическим маневрам.
В данном режиме присутствуют волны, с каждой из которых сложность заметно возрастает, а количество мертвецов, желающих приготовить рагу из вас и ваших друзей, увеличивается в разы. После каждой волны дается немного времени восстановить здоровье базы с помощью специальных предметов, а также выйти наружу и прочесать местность на наличие патронов или медикаментов. Между волнами прилетает военный вертолет и скидывает ящик в открытой местности. Почему вертолет сразу не может эвакуировать выживших, остается загадкой. Но что есть, то есть. В ящике могут лежать как и безделушки вроде бейсбольной биты, так и столь желанный антивирус. На каждой карте выживания есть специальные аптечки, которые предстоит отыскать и принести на базу. Они заряжены на 200 хп. Присутствуют небольшие сайд-квесты, позволяющие открыть доступ в недоступные зоны, где также хранится оружие. Под конец сражения приезжают военные, но время на спасение ограничено. Побег до пункта эвакуации часто сопровождается паникой. Наиболее известной картой в режиме выживания является Nautil D, что означает «Ночь живых мертвецов». Мы оказываемся в хорошо знакомом месте, где когда-то оборонялись герои известного фильма. Мы, как и они, ищем припасы, заколачиваем доски, держим оборону и ждем спасения. Также есть и ряд других интересных карт, например, карта Ранзак, где мы обороняем супермаркет. Всего 4 входа, каждый из которых подвергается атаке. Есть возможность выйти на улицы города и прочесать местные магазины и окрестности. Карта Isolated также во многом напоминает дом из Ночи живых мертвецов. Каждый из моих партнеров обороняли одну конкретную точку. Один защищал черный вход, другой встречал орды мертвецов у парадного входа, третий защищал окна в здании, а я бегал и старался помогать каждому из них по мере необходимости. На этой карте мы спасали не только собственные жизни, но и столь необычный фрукт по имени арбуз, за спасение которого дают достижения. Что же касается режима кампании, то это цепочка не связанных между собой сценариев. Здесь игрокам предстоит искать выход, решать задачи и выполнять различные квесты. На многих картах присутствует вариативность прохождения. Меняется не только расположение предметов, но и способы достижения цели. Сценарий выбирается рандомно, в ряде случаев вы можете проходить ту или иную карту разными способами. Отличным примером служит карта Бродвей. С самого начала уровень предлагает несколько сценариев. В одном случае игрокам необходимо пройти через улицу и попасть в здание кинотеатра. В другой вариации окна и двери кинотеатра будут заколочены, и придется искать обходной путь через жилой дом, что может послужить поводом переиграть эту карту несколько раз. На мой взгляд, наиболее сложными картами являются Anxiety, Rockpit, Сужу и Underground. И если хотите хардкора, то вам именно сюда. Новичкам строго не рекомендуется. Лучше выбрать карту под столь незамысловатым названием «Кабина». Множество вариантов прохождения, не так много врагов, весьма уютные коридоры прекрасного особняка. Отличный вариант для новичков. Anxiety по своему стилю прямолинейна, на ней отсутствует вариативность прохождения. Но это одна из самых длинных карт. Среднее время прохождения занимает около часа. Герой исследует метро, осматривают пустые вагоны поездов, двигаются вдоль коридоров, по которым когда-то кипела жизнь, вскоре попадает в канализацию. Далее продвигается по подземным туннелям и шахтам, находящимся прямо под улицами города. Выбирается наружу и держит путь через улицы, наводненные ордами мертвецов. Находит бедолагу, прижатого грузовиком прямо к решетке. Запасается боеприпасами в оружейном магазине. Добирается до госпиталя, где какое-то время держит оборону, а после спасается на бронированном автобусе и покидает город. Рокпит встречает нас утренним рассветом. Красивые пейзажи станции, чем-то напоминающие дамбу. Внизу значительное разнообразие во время провождения в данной игре. Сложность возрастает в разы, количество зомби становится неимоверно много, что создает массу трудностей в прохождении. Ни одному из моих партнеров так и не удалось здесь выжить.
необходима хорошо организованная команда игроков. Попробуйте, может быть, вам улыбнется удача. Действие на таких картах, как Клеопас, Сужу и Токстед, происходит в Англии, город Ливерпуль, и в Китае, город с одноименным названием Сужу, что невольно намекает на глобальный характер трагедии. Когда, как в фильмах Джорджа Ромеро, речь шла о территории Соединенных Штатов. Ну а теперь мы добрались до самого интересного. Что же это может быть, дорогие друзья? Конечно же, пасхалки. Игра целиком и полностью состоит из тех или иных отсылок, начиная с названия и заканчивая достижениями. Начнем с экрана выбора персонажей. Что же здесь мы увидим? Тут сразу две больших, в прямом и переносном смысле, пасхалки. Джон Гудман, дорогие друзья, из фильма «Большой Лебовски» собственной персоной. Его приятеля-чувака здесь, к сожалению, нет. Ну а второй — это тот самый харизматичный парень с топором. Так что если обожаете американского психопата, то это едва ли не единственная возможность поиграть за него в какой бы то ни было игре. Запускаем карту Бродвей, добираемся до подвала одного из зданий и видим на дверях интересную надпись, явно отсылающую к сериалу «Ходячие мертвецы». Карта под названием Фема едва ли не один в один повторяет фильм «День мертвецов». Воссозданы все интерьеры военной базы, где находились и оборонялись герои, перенесены многие узнаваемые локации вплоть до мельчайших деталей, включая лабораторию, в которой ученый проводил эксперименты над зараженными. Отличная возможность пережить все ключевые события фильма. Практически каждое оружие является референсом к тому или иному фильму. Кольт очень похож на тот, что использовал рядовой Стил в фильме «День мертвецов». Железная труба и монтировка отсылают к Бену из «Ночи живых мертвецов». Кувалда засветилась в «Рассвете мертвецов». В режиме выживания с нами связывается по радио военный и предостерегает о надвигающейся опасности, произнося знаменитую фразу. They're coming to get you, Barbara. Stop it! You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child. They're coming for you. Ранее была упомянута карта выживания «Ночи живых мертвецов», где воссоздан дом и все его интерьеры. Среди пропов можно заметить коробку с гвоздями, с помощью которых герой Бена забивал доски. Также не забыли и про ту самую лопатку. Что же касается ачивок, то достижение «Социальная ответственность» можно получить, совершив одно определенное и весьма осуждаемое действие. Игроку, будучи зараженным вирусом, вследствие которого он станет зомби, нужно зажать одну определенную кнопку, после чего он избавит всех своих партнеров от надвигающейся угрозы. Следующее достижение под названием «Эй, Пол» можно получить, уничтожив 250 зомби с помощью пожарного топора. В игре есть не только сам психопат, но и возможность получить соответствующее достижение. Другое достижение связано с монтировкой, а вот если уничтожить с помощью нее 250 зомби, то выйдет достижение One Freeman, явно отсылающее герою к серии Half-Life. Это неудивительно, ведь игра является модом к данной игре. They're us. We're them, they're us. Герои фильмов зачастую склоняются к идее, что произошедшее не эпидемия вируса, а нечто более мистическое, таинственное. This is hell on earth. This is pure hell on earth. Барбара, пережив ночь, присоединяется к отрядам национальной и гражданской обороны, которые зачищают местность от ходячих мертвецов. Но вглядываясь в общую картину, она видит, как эти самые люди устраивают из этого шоу. Они не проявляют ни капли сожаления о произошедшем. Им будто бы даже нравится такой расклад. Полная свобода действий и возможность охотиться и издеваться над покойниками.
Человек не сколько защищается, сколько получает от этого удовольствие. Барбару охватывает тоска, когда она вглядывается в костер и в полыхающие пламенем тела некогда бывших людей. Она приходит к выводу, что они – это мы, подразумевая, что человек не так уж сильно отличается от зомби или монстра. Только если зомби нападает, чтобы утолить свой голод, действуя скорее бессознательно, повинуясь своим животным инстинктам, то человек – это монстр, который совершает насилие забавы ради и делает это более чем осознанно. Они – это мы, а мы – это они.